Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Леста Гейм. Сегодня у нас на обзоре советский средний танк 5-го левела, проходная прокачиваемая ветка Т-34. Да-да, тот самый советский легендарный средний танк, который на постаментах много где стоит в России как памятник. И вот сегодня у нас обзор и гайд по этой тачке. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. Итак, Collision модель нашей Т-34. НЛД корпус 94. И как для 5-го левела это прям очень знатно хорошо. Центральная часть между НЛД и ВЛД у нас 82. Такое себе уже. А вот основная деталь корпуса — это верхняя лобовая деталь 69, 76 вверху, ну такой уже люк мехвода 75, 45 у нас пулеметное гнездо. Вот НЛД крепче, чем ВЛД. И это, кстати, неплохая замануха. Почему? Потому что многие танкисты привыкли стрелять и понимают, что там наименьшее в корпусе бронирование в НЛД, а вот здесь наоборот. Так сказать, некая обманочка. Ну, в целом, конечно, ВЛД слабенькая, как даже для 5-го левела. Нас сюда, ну, практически одноклассники, ну, голдой точно пробивает, а кто-то даже будет пробивать и обычным типом снаряда. Теперь касаемо башни. Маска орудия 72, вот это вот тут есть 105, есть 180. Ну, в целом, конечно, ну, не самая крепкая. Здесь 52, да нет, ребят, ну, башня... Башня, скажем честно, защищена основная бронеплита 57, здесь все вот тоже 52-63, вот только рикошетные вот эти вот щеки. Плюс еще огромный люк в 53 миллиметра бронирования. Борт у нас 45, здесь 48 надгусеничная полка. Танковать он будет, за счет рикошета главное не перекручивать, ну в принципе даже вот так держит. То есть от борта Т-34 неплохо на самом деле танкует. А вот в башне и здесь, короче, брони не очень много. По основным модулям. Конечно же, качайте топовый двигатель, топовую ходовую, топовую рацию. Вот, все вот эти вот три блока обязательно к прокачке. Топовую башню, которая, по-моему, больше у нас обзорчика дает, да, и бронирование чуть-чуть прибавляет. Но пушку я вам рекомендую вот эту, а не вот эту, которая идет на Т-34-85. Почему? Давайте поглядим. В сравнении, да. Оп, поставили. Альфа на ту, которую я вам рекомендую играть, меньше. Здесь 85, здесь 115. Но 125 пробития здесь на основном, здесь 112, зато здесь на голде выше 189, 156, а 189 это вы можете дамажить спокойно тяжелые танки одноуровневые и даже на левел постарше шестерок можете бить. Далее, очень важный момент. Заряжается пушка чуть больше 2 секунд, это, да, ну это на стоке опять же, здесь почти 6 секунд. ДПМ здесь 2200, здесь 1200. Вот основная разница, да. Плюс опять же время сведения 2,9, почти 3 секунды сводится. Это пушка по сути для тяжелого танка, не как для СТ. Здесь время сведения 2,3, гораздо комфортнее. Точность СТ 0,34, здесь 0,41. Поэтому даже не обсуждается, забыли, качаем ЗИС-4. То есть, ребята, вот эту пушку, еще раз говорю вам, вот эту качаем. По оборудованию поставил дефолтный комплект, поставил турбину, поставил просветленку и поставил досл. Я считаю, вообще вот такой комплект оборудования наиболее лучше подходит для любых СТшек. Практически. Бывают нюансы по пушкам и прочее, да, но вот это стандарт для стандартной СТшки. Вот так назовем. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный. Скорость полета 990, почти косарь. Голда у нас летит. Это подкол, кстати. 1238. Ребят, как для 5-го левела, прям must have. Вот. А фугасы у нас летят так же, как ББшки, 990 метров в секунду. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель я поставил доп. Паёк, чтобы максимально раскачать возможности этой машины. У нас 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. Теперь касаем в целом по плюсам-минусам. Ребята, это неплохо сбалансированная машина, да. Даже на 5-м левеле Т-34 очень даже знатно себя показывает с точки зрения среднего танка. У нас даже есть УВН на этой пушке. Что касаемо огневой мощи, у нас
быстрые снаряды, особенно голдовые, и еще же он быстрый и пробитие 189 на 5-м левеле. Нифига себе СТшечка, да. У нас ДПМ подрос почти до 3245, и это, конечно, жир. Комфортное время сведения, хорошая точность 0.32. По поводу ХП 590, много ли это, мало? Средний. Хотелось бы увидеть, конечно, больше, но как есть. С точки зрения мобильности, ребят, 60 вперед, 22 назад, почти 19 лошадей на тонну, говорит о том, что, в принципе, эта машина на свою максималку достаточно бодро набирает. Не ах как, понятно, у нас здесь там не 30 лошадей на тонну удельной мощности, но нормально, нормально, играбельно. По незаметности 19, ну почти 20%. Перк незаметности у нас у всего пока экипажа отсутствует. Я не помню, с какого танка посадил сюда этот экипаж. Вот, короче, качайте обязательно перк незаметности, как показано в табличке, кстати, которую вы видели ранее. Вот, по обзору на просветленке у нас 4,45 метров. И как для СТ 5 левела это прям очень много. Вот, быстрая, юркая машина, ДПМная пушка. Короче, едем и дамажим врагов. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас. Т-34, советский средний танк 5-го левела. Попали в бой по четверкам. Поедем бить тяжей. Конечно, тяжей. А кого же еще? Кого, если не тяжей? КВ-1 с МЗ у них, ух. Такс. О, куда колесник заехал? Это воин, а? Это воин. ПТшка на колесах, да? Значит, у нас появилась новая. У нас новая ПТшка на колесах. Такой хитрый у нас маневр. Мы своим карт-бланш ждали. Ну. Зажались за камушком. Не попали.
Все. Всех победили. Все. ПТшку убили. Играем аккуратненько. Там Чехия. Гулянт вниз ушел. Блин, Каваса нашего подожгали. Все. Поехали за артой с Гонзой. Ты погляди. А как-то он меня попал? Я что, раз светился так долго? Очень сомневаюсь, что я так долго светился. Вот он где стал, почему я и светился-то. Все, в захват. Будем так побеждать. Косарь настреляли нормально. А наши сбивать поедут, захват? Поедут. Красавцы. Квас! Захват, вставай, дебил! Ящер. Встал рядом. Вот дает. Что-то меня автоприцел не взял. С третьего раза взялся по правой кнопке мыши, ребят. Поэтому так получилось говененько. Ух ты. Чину еще приехал. Что это за чину? Ну-ка. Поехали глянем. Какой-то чину. Сейчас мы его расчину. Норм. Ладно, 1300 получилось. До плана мы, получается, дотянули. Нет, не дотянули. Полторашку надо, да? На пятерке давать, по-моему. Где-то так. Вот. Ну, такой бой. Вы видели, какое мы хитрое место в начале боя заняли? Вот молодцы, да. Зажали врагов, они зажались. Ничего не смогли делать. Еще и ПТшку мы убили. Кстати, несколько раз промахнулись по танкам, которые в гору заползали. Но в целом все равно рекомендую на Т-34 катать на пушечке ДПМной с хорошим сведением. Третье место по урону, а танку я ставлю 4 с минусом, с жирным минусом. Да. Минус жирный нас за что?
Вот за это. Вот написано 2.16, а пушка сводится как будто 2,5 секунды. Реально, это я сейчас видел на больших дистанциях. Пушка сводится, как-то не соответствует вот этим цифрам. Ну, в принципе, присутствуют минимальные комфортные УВНы, да. Но вот маленькая задристанная альфа 85 тоже беспокоит. Да, но это 5-й левел. Ребята, кто только проходит ветку на объект 140, например, не знаю, там, и катает сейчас на этой тачке, как вам машина в целом, пишите комментарии. Вот, как по мне, хорошо сбалансированная тачка, но при условии, что вы играете вот на этой пушке, а не вот на этой. Да, альфа здесь жирнее. Пушка заряжается там, ну пускай 6 секунд, а здесь у нас 2 быстрее, да, все круто, более жирная альфа. Но здесь хуже пробитие на голде, лучше на основном типе снаряда. Но самая жопа здесь это точность орудия, разброс и время сведения. К сожалению, вот эта пушка не очень подходит конкретно этому танку. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайкос под видео, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.